Давно хотел такое устройство приобрести, даже не мониторил, что есть на просторах AliExpress. Оказывается, таких ручных компрессоров, насосов куча. И просто увидел, что есть Xiaomi, производитель, и сразу вообще без всяких посмотрел, помониторил цены, выбрал адекватного продавца с адекватными отзывами и по адекватной цене, и тут же заказал. Ссылку я вам оставляю, вы сразу заходите, приценяйтесь по акции. Тогда я его заказал, сейчас не знаю сколько даже стоит, по ссылке посмотрите. Модель, значит, оказывается, они шли нескольких версий. Midja Air Pump 2, это вторая ревизия. Сразу первый шел меньшим размером, примерно то же самое, ну, отличия там и в мощности были, в оборотах двигателя, компрессора, и функционально немного другой. Потом просто шел памп, потом памп 1, и это памп 2, то есть третье уже устройство доработанное. Также посмотрел видеообзоры на просторах YouTube, куча есть, не обязательно свое устройство мучать, проверять. Люди уже для вас проверили и показали, можете просто даже забить в поисковике, в ютубовском, увидите кучу видео. Сразу отвечу на вопрос, что накачает. 4 колеса на 13 накачает. Дальше, чем больше объемнее колесо, тем понятно, что может не хватить аккумулятора. Компрессор-то будет качать, а аккумулятор сдохнет. Давайте по характеристикам сразу. Хоть на китайском, но здесь понятно. Размеры ясно. Вес 490 грамм ясно. От 0,2 по минимуму до 10 бар. Или это 3,150 PSI. Единицы измерения давления. 5 вольт 2 ампера зарядное устройство, которым ты можешь заряжать аккумулятор. То есть попросту ты поставил его от своего зарядника мобильного смартфона, и все, и заряжается. Также в автомобиле ты можешь в прикуриватель, туда, куда ты заряжаешь USB свой смартфон. 2000 мАч аккумулятор, 14,4 Вт-час. Вот этому написанному верить стоит на 100%, потому что, ну, Xiaomi давно себя зарекомендовали, и они не чудят. С показаниями здесь также все. Но вот одно, что до сих пор удивляет, сколько Xiaomi уже на рынке и сколько у них устройств, они чисто все на китайском. Они даже не ведутся на то, чтобы на английский там перевод сделать. Смотрите, инструкции до сих пор идут чисто на китайском. Такое впечатление, что они чисто на внутренний рынок работают. Но на самом-то деле пользуются их устройствами уже весь мир, но они не обращают на это внимания. Пофигу, китайский и все. Хочешь переводить, учи китайский. Но это, конечно, хрень полная, я считаю. Нужно содействовать со всем миром. Идет в комплекте такой вот мешочек. Кстати, потом я уже зашел и посмотрел, есть комплектации с жестким кейсом, что ты можешь туда, вот такой жесткий кейс, как от очков есть такие жесткие. Туда ты можешь это все загрузить, соответственно, тот комплект будет дороже стоить. Но вот идет по стандарту, когда один ты насос заказываешь, такой вот мешочек. Смотрите, и тут не без чудес, такой вот есть кармашек. Кармашек для переходничков, которые вот идут в комплекте. Ну, нормальный, для хранения, где-то в машине положить, чтобы не тарабанил этот насос. Само устройство, не спешу вам его показывать, потому что многие в анонсе видели видео, я показывал в анонсе, что я заказал по акции. Такое вот устройство классное. Приятно, из классного пластика, все сделано, ну так, на совесть. Сразу видно по-сяомовски все. Порт зарядного устройства, то есть для заряжания встроенного аккумулятора. USB Type-C. Кнопки управления. Шланг также такой качественный, резиновый. Давайте сразу, что в комплекте. Это я уже разрывал, смотрел. Есть такое вот устройство, если нужно, для фиксации. Изначально идет на самом компрессоре с резьбой, на золотник накручивать. Но можно использовать и вот такое, как на насосе, на обычном, прижимное. Накинул и зафиксировал.
Накручивается все вот здесь по резьбе. Используешь или так, или так. При этом тебе его надо будет постоянно откручивать, снимать, ну и в тот кармашек укладывать, потому что устройство и включение-выключение самого компрессора происходит погружением шланга вон в то место. А видите, а там такая кнопка металлическая. Раз и выключился. И далее не происходит ничего. То есть исключены ложные нажатия кнопок, включение компрессора самостоятельное, ну и соответственно не сядет батарейка. Когда ты извлекаешь шланг, он включается автоматом. Переходник на игла на мяч для накачки мяча и что-то еще. И какой-то еще переходничок также с резьбой и резиновое колечко, прокладка уплотнительная, металлический, металл холодный. Вот на что, я не знаю, пишите свои комментарии, ну там в общем-то написано в описании. Другая резьба, более тонкая, я не знаю на что, может велосипедная, может самокаты, не знаю что. Открываешь, скорее всего, показания вот именно те, которые последние ты выставлял. Кнопка выбора режима. Режим накачки колеса велосипедного и уже по стандарту стоит. Ты можешь менять плюс-минус, можешь менять показания и потом старт нажимаешь и устройство стартует, качает. Второе у нас мопед или скутер, вот посмотрите, напишите в комментариях. Также есть фиксированные показатели, рекомендованные, то, что рекомендует само устройство. Также вы можете плюс-минус выбрать другие показания. Автомобиль 0.25 выбираешь, уменьшаешь или увеличиваешь. Рекомендованные 0.25. Я где-то, наверное, 0.22 где-то поставлю. И также выставил ты показания и включаешь, качаешь. Дальше самокат есть. Самокат, вот такие показания 0.50 PCI. И мяч. Это все рекомендовано, и при том ты включаешь, при этом, когда доходит давление до того, которое ты выставил или же рекомендовано, устройство автоматически выключается. Накачал мяч до рекомендованного, и компрессор сам отключился. Нажав и удержав режимы, меняем единицы измерения в бары. Нажав, удержав, или PCI, или бары. И также по любому ты можешь выбрать, по любому режиму. Вот я на автомобиле бары уже поставил, все. Нажать и удержать, то есть нажать просто. И фонарик такой, подсветка. Если нужно, темно тебе, накрутить, увидеть, включил, выключил. А, есть еще, но как же, режим SOS такой есть. Третье нажатие, выключаем. Если нажать и удержать, ничего не происходит. То есть два режима. Или постоянного свечения, или режим SOS. Ну, также может когда-нибудь и пригодиться. Заряд аккумулятора есть индикация. Подключаешь когда. Эта индикация именно показывает остаточный заряд. Ну и сколько еще заряжаться будет устройство. Когда зарядилось, пропадает всякая индикация. Даже когда устройство выключено, ты включаешь, на зарядку ставишь. Значок аккумулятора мигает. Когда зарядилось, ничего не мигает, то есть устройство в режиме сна находится. Тут по сути тебе уже и не надо будет иметь никаких манометров. Кстати, вот такой я покупал уже давно, и он работает до сих пор. Давайте проверим. Так, 1.96. Почему тебе не нужно будет иметь? Видите, тот вариант, когда нужно быстрый зажим, то тот, конечно, быстрее. Ты раз и зажал. Тут нужно накручивать, подождать немного. Пока ты накрутил, видите, 1.9 бара. То есть показания с манометром совпадают. Ты можешь проверять, чисто проверять давление по шинам также. Служит это как манометром также. Выставляем режим. Ну, здесь можно
в общем-то, и сразу мотоциклетный взять, выставить тебе нужное показание и единицы измерения, чтобы автомобильный не выбирать постоянно. Вот я выставлю, давайте, 2,021 бара. 2,1. И включаю качать. При накачке показывает состояние. Отсюда забирает воздух по краям, по бокам. Колесо большое на 19. Чем больше колесо, соответственно, больше объем воздуха нужен. Вот, накачал нужное давление и выключился. Отлично. Откручиваю. Удобно, кстати. Соединение удобное. Вращается без шланга и четко все отлично. Накрутил. Зафиксировал. Все. Перепроверяю. Да, плюс-минус. Давление такое же. Следующее колесо подошел. Колпачки я уже поскручивал. Понятно, чтобы на видео это все не делать. Накрутил до конца. Смотрим давление. Здесь давление 0,21. 0,22 выставлю. Ну, классная штука. Просто достал и... Главное, что компактный. Тут не то, что как бы тяжело там насосом накачать, или ручным, или ножным. Нет, это не тяжело. Просто компактное устройство. Насос, понятно, это в багажнике. Тебе его нужно как-то сложить, чтобы он там не гремел, чтобы он не летал по всему багажнику. Достать его, подключить. А тут все-таки все удобнее. Вот, насколько все удобней. Супер просто. Следующее. Было бы, конечно, прикольно. Я не знаю, напишите в комментариях, может здесь есть такая функция, но навряд ли. Вот, например, давление больше нужного мне. Перекачал. Мне нужно спустить. Выставил давление, то которое... так мы можем здесь и сделать. Смотрите, сейчас 0,22. Выбираю я режим. И ставлю 0,2. К примеру. Что он делает? Нет, не качает. Ничего не делает. Прикольно было бы, если бы он еще вот этот режим подспускания колеса делал, выравнивание давления с твоими заданными показателями. Было бы супер. Проверяю. 0,21. Ну, мало 0,21 будет датчик давления ругаться, поэтому выставлю я все, поставлю на 0,22. О, наверное, это рекорд. Чуть-чуть не хватало, и он подкачал и сбросил. А ну-ка, еще раз перепроверяю. Накручиваю. 0,21. Ну, видно рядом давление с тем, что я задаю, поэтому вот так и все. Давайте тройку поставлю. Тройку. Да, качает. Я думал, он уже поломался. Нет, все нормально, просто давление рядом было. Если хочешь остановить, просто остановил и все. Решил ты не качать, например. Нажал кнопку еще раз. И все, ну еще раз перепроверить. Ну, хотя он сразу показывает показания правильные, поэтому перепроверять. Вот 0,22, ну там что-то он чуть-чуть подкачал, но вот среднее давление такое. Короче, пошла жара на Вита. Давайте посмотрим. Давление что-то здесь кажется мне подспущенное. Ой, да. Да, 1,6. Ну что, тут уже будет поболее работы. Решил я 2,1 хватит. Ну, двойка, да, двойка. За минуту.
Получается, за минуту он с 1.6 поднял до двойки 16 колесо 215. Реально полезная вещь. Поподкачивал, вот я 1, 2, 3, 4, 5, 6 колес поподкачивал, смотрите. Одно деление ушло на аккумуляторе. Устройство полностью, вот тут немного теплое вверху, совсем немного. Шланг также теплый в начале. Ну и воздух, когда подается по нему, то шланг нагревается немного, но не критично. Сразу скажу мое мнение, что поднимать колесо с нуля этим компрессором, во-первых, будет долго, и ресурс его просто теряется. Проще, ну это если у тебя есть насос, то взять, конечно, насосом накачать, или же ручным там, или каким-то, может, более мощным компрессором. Но просто, что не издеваться над этим устройством, это устройство идеально для выравнивания давления, в межсезонье вот особенно. И подкачать просто колесо. И особенно классно, у кого мопеды, скутеры какие-то, у кого маленькие колеса, самокаты сейчас различные, то вот это устройство будет идеальное даже с нуля на маленьких колесах поднимать. На большом колесе просто его мучать не стоит. Он-то будет качать. И эксперименты показывают, что он качает. И 4 колеса может накачать на одном заряде аккумулятора. Но это ресурс. Это мое мнение, а вы пишите свои мнения в комментариях. Ссылку я оставляю на устройство, заходите. Очень классное. Мне реально понравилась та вещь, ну, от которой я то, что ожидал, то, в общем-то, то и получил. Всем удачи, до следующих видео. Телеграм подпишитесь, ТикТок, Инстаграм, Фейсбук. Все ссылки в описании к видео. Всем удачи, в дороге еще много чего интересного.